Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Тайная сторона расклада. Давайте ее посмотрим. Расскажу вам сегодня в раскладе, что же вас ждет впереди. Ох, Луна выскочила. Луна выскочила. Тайная сторона расклада. Действительно, что-то тайное посмотрим. Такое впечатление, что вот эта тайная сторона в вашей жизни, она именно то, о чем молчат люди, а вы ждете ответа. Есть люди, которые молчат, есть люди, которые что-то скрывают, есть ситуация, которая никак не разрешится, допустим, но вы ждете ответа. Вот давайте посмотрим, что ждет вас впереди, что ждет вас в будущем, чтобы карты рассказали. И какую-то тайную сторону мы откроем, раз выпала сама Луна. Давайте смотреть. Кстати, берегите себя по поводу, если Луна выпрыгнула сама с глаза. Да, такое тоже бывает. Бывает. Сейчас 3 карты. Надо посмотреть. Так, королева мечей, пентакль. Есть сама с глаз, бывает. Опять же, общий расклад. 9 пентаклей, это такое все стабильно. 3 пентаклей, да, надо над собой, королева мечей, поработать, чтобы выйти в что-то хорошее. Я поняла. Карты хотят сказать о том, что у вас есть дар, может быть, именно дар, либо какая-то сила мистическая, серьезная мистическая сила, да, через которую вы можете себя немножко сгладить, либо даже своих близких людей. Но если ее переработать, то наоборот, можно себя, любимую, и близких людей ставить на 9 пентаклей, поработать, да, 3 пентаклей, на 9 ставить себя, это на исправление и на улучшение. Вот подумайте о себе. Если у вас есть, вот вы сказали: ой, я сегодня так хорошо выгляжу, раз, и где-то там под дождь попали, или еще что-нибудь, да, случилось, кто-то вам платье испачкал, это значит, немножечко срабатывает ваш талант, ваш дар, и что-то такое магическое, мистическое даже в вас. Так что присмотритесь, это не всегда плохо. Это подсказочка, когда мы можем немножко себя переработать и наоборот говорить: так, я хорошо выгляжу, но даже себе не даю повода испортить это, да, вот так вот уверенной быть. Но я даю себе повод увеличить, улучшить, исправить ситуацию в моей жизни. Если у кого-то такое есть, это ваш шанс. Серьезно, это тайная сторона сегодняшнего расклада. Смотрите, еще, если бывает так, что у вас, вот вы так любите ребеночка, там, племянника своего, может быть, еще у кого-то, там, маму, сестру, брата, папу, без разницы, да, но в основном детки. И бывает так, что да, как будто: ой, ты его сейчас сглазишь. И если действительно получается что-то, что он спотыкнулся там, или что-то заплакал, либо что-то не получилось, да, на работе, в школе, еще где-то, опять же, это подсказочка: переделывай чуть-чуть себя, потому что всегда: ух, какой хорошенький карапузик, допустим, скажете, да, и тут же про себя говорите: так, добра желаю, зло отгоняю, аминь, да будет так. Все, вы этим самым своей энергетикой, наоборот, пошлете ему и себе тоже какое-то восстановление по 9 пентаклей. У вас все в руках, у вас есть что-то. Недаром Луна выпрыгнула. На сегодня именно так хотят сказать карты. Так что попробуйте. Давайте дальше. Так, дальше что? Проговорите свое имя. Это как бы, чтобы больше было энергии через карты, да, которые вам ответят на какие-то вопросы. Вот. А так можете, в принципе, не проговаривать, если не хотите. Но чистку я всегда делаю перед раскладом, чтобы плохое к вам не цеплялось,
говорите вы имя, не говорите вы имя свое, да, чтобы плохое не цеплялось. Это как бы не мое, я так никогда не буду делать. Но срабатывает оно больше как на моих именно энергетических раскладах. Это в Ютубе, только на Ютубе. На других платформах, Рутуб, Дзен и так далее, меня нет, там ворованной энергии тоже моей, нет ворованной, все и плохое. Да, и деньги я не беру. Если под моими видео где-то будет напечатано номер карты, либо телефон, ну, смотрите аккуратнее, это не я. Деньги я не беру, не прошу. Личные расклады, да, не делаю. Когда буду делать на Ютубе, здесь на каналах, я сообщу. И по поводу там перевода денежного, и по поводу раскладов личных я скажу, когда буду это делать. Пока что нет. Угу. Есть, поехали. Пока сказала вам, настроилась. Ну, как всегда, шестерка пентаклей. Слишком много иногда отдаете себя. Опять королева мечей. Ну, реально, отдаете себя. Но надо и брать для себя. Так что расклад говорит много того, что вы можете уже исправить. Пятерка пентаклей. Пустоту. Наполнить, заполнить пустоту свою. Так, сейчас еще пару карт. Пятерка мечей. Ну, это влюбленные. Угу. Больше как треугольник слегка. И тройка, да. Вот тут треугольник, и тут троечка пентаклей. Проработать себя надо. Но здесь еще кое-что идет. Почему вы постоянно обижаете еще и себя вдобавок? Есть такое? Да, как будто сами себя. Так что не только самосглаз. Тут есть, опять же говорю, общий расклад. Смотрите, что у вас тут действительно вас цепляет, что про вас говорят карты. Кто из вас не верит в себя? Это неправильно. Кто из вас обижает себя? Это неправильно. Кто себя ущемляет в чем-то? Это неправильно. Нужно переработать. Потому что и здесь тоже закрытие, и по пятерке мечей тоже самообман и сама нереализация. Я вижу здесь у кого-то работа не по специальности идет. Есть у кого-то проблема. Ладно, проблему я еще открою. Есть какая-то. Пока что вижу только вот это. Смотрите, вы по мечевой королеве, и у которой многое что в руках, вы больше себя отдаете, чем берете. Надо сделать грань, надо сделать равновесие. Вы умнейшая, интересная, красивая. С вами действительно интересно говорить. И вы очень многое можете рассказать. Вы очень многое можете показать. Но в свою меру, в свое время только это должно было происходить. Не везде всем прям открываться и просто бери и пользуйся. Это не ваше. Это не ваше. Если вы закрыты, если вы знаете, что мною пользоваться не надо, все это превосходно. Но значит, в чем-то другом себя подтянуть стоит. Вижу, да, не по специальности кто-то из вас работает, не свою ношу как будто тянете. Либо по работе реально зарабатываете не там, где могли бы больше, либо вы делаете дома что-то больше, чем надо. Мужскую работу можете выполнять. Очень много колючей проволоки, шипы, на которые наступаете. Мужскую работу, да, можете делать. Может, к вам кто-то пришел жить, и вы тянете и этого человека, хотя он спокойно может и сам уже о себе позаботиться. Вот у кого-то и так. Возможно, у вас постоянная забота о слабых людях идет. И здесь тоже нужно подумать, а кто еще может это делать? Неужели только все на вас?
Смотрите, есть ситуация, когда вы что-то делаете, и все, больше некому помочь. Ну, можно сказать, терновый куст мой дом родной, да? Здесь получается, что высшие силы сейчас через Луну передают. У тебя скоро получение того, что ты заработала через Вселенную. Ты слишком много себя вкладывала, когда не могла разделить это даже с кем-то. Но если ты делишь это с кем-то, то нужно заканчивать. Нужно так, чтобы этот человек тоже вкладывался, тоже что-то делал. Не в ущерб, не в обиду, а во благо. Ну, это подсказочка для вас такая еще есть. Так, а что у нас тут по специальности? Почему мне такое пришло, что вы не по специальности работаете? Ну, вас как будто бы держат в каких-то ежовых рукавицах. У вас 4 стихии впереди. Вы можете поменять многое, но боитесь что-то поменять. Так, вы боитесь переезда? У вас открытые дороги. Смотрите. У вас открытые. Даже в пустоту пойти, в ноль пойти, вы найдете большее, чем сейчас имеете. Так что не бойтесь переезда. У вас все будет складываться так, как надо, так, как вы хотите. Да, как говорю часто, кстати, ну, по нулевому аркану, может, не так, как нарисовали себе. Но по итогу вы получите реально больше, и будете счастливы. Переезда не бойтесь. И не бойтесь перемены работы. Не бойтесь, по магу 4 стихии в ваших руках. Новый путь у вас открыт. Что еще карты скажут для вас на будущее? Туз кубков, любовь к вам идет. Любовь к вам идет. Хотя обжигались в этом. Ну, паш мечей. Обжигались. Мужчина, который сделал вам плохо, кстати, любя вас. Кстати, любя вас. Вот любит, а делает плохо. За тобой кто-то стоит, что ли, мужчина, или стоял? Да, какая-то женщина. Из-за какой-то женщины вам мужчина сделал боль, причинил боль. А у той женщины только деньги на уме. Либо просто вот то, что этот человек должен о ней заботиться. Любви там нет. Любовь была к вам, у мужчины, который сделал вам больно. Видите? Без прошлого тоже никуда, да? Хочется сказать только будущее, а прошлое все равно выходит. Ну хорошо, по поводу будущего, по поводу любви. Что здесь? Ждите перемен. Ждите перемен. В ближайшие 3 месяца, ох, вы многое что увидите. Реально, как будто бы идет 3 месяца, и в эти 3 месяца вы что-то увидите, такое нужное для себя. Нереально открывается вот какой-то, знаете, как открывается сезон для исправления. А что вам надо исправить? Во-первых, мир, гармония, исправление жизни в общем идет в вашу жизнь в ближайшие 3 месяца. Новости, перемены, перестановка какая-то будет. Потом в душу мир идет. Такое, знаете, помиритесь с кем-то, помиритесь сама с собой. Вы примите себя, наконец-то, такая, какая вы есть, и на вас обратят внимание нужные вам люди. Есть проблема по вот этой карте, ну-ка. Вода. Ну, здесь больше как желчеоттока, что ли. Проблема желчеоттока, что-то с желчью связано. Может быть, проблема гормональная еще. Будьте аккуратны, да, обратитесь, опять же, как я частенько говорю, там сами, естественно, смотрите, читаю только карты, что говорят. К специалисту. Ну, вам нужно на это обратить внимание. Вот у кого это действительно проблема.
желчеоток, желчь, гормоны. Что еще может быть? Ну вот, как будто вас как связывает. Бледность лица, может быть даже нервозное истощение. Ну вот посмотрите на это. Уберите эту проблему из своей жизни. Карты подсказывают. Высшие силы не дремят. Карты подсказывают. Такое впечатление, что по рыцарю жезла вы на коне, да, но вы как будто бы в состоянии какой-то битвы с обстоятельствами, с какими-то своими предрассудками даже, может быть, либо наоборот мысли, которые не связаны, не сопоставляются, не могут быть приближенными к тому, что происходит. У вас свои мысли, происходит другое. Но смотрите, то, что вы думаете, то, к чему вы идете, это ваша судьба, да, и вы идете к лучшей судьбе. Вас в пример ставят. Но вы как будто бы сейчас закрыты немножко. Ну, есть, видите, белая такая, красивая белая, да? Вас защищают ангелы, вас в пример ставят. Но и в то же время вы как будто бы, как в блике каком-то, вы не видите, а что мне делать? Я хочу вот этого, а оно не наступает. Есть такие мысли, есть такие вопросы, да? Но по десятке кубков вы защищены, вы идете к счастью. Вселенная, такое впечатление, что вот Вселенная, да, она видит для вас, что вы должны прийти к какому-то обучению, либо прошли уже это обучение, понимание. А что это значит? Что это значит? О, дьявол идет, очищение. Кто из вас реально умеет что-то такое, не знаю, магическое делать? У вас у кого-то в роду была женщина, может быть, даже и мужчина, но в роду кровь, которая вот с поколения в поколение кусочек, частичка и вам передалась. Кто-то лечил травами, кто-то лечил словом сильным. У вас такое есть. Кто-то из вас видит сны, не такие правильные вещи. Но у вас голова забита, у вас очень много переживаний. Как будто бы вы в цепях действительно какого-то неразрешимого узла были или даже до сих пор, опять же, расклад общий, да. Потом я вижу здесь Вселенная действительно дает какой-то знак, белое, темное, да, для обучения, но здесь больше как вы умеете командовать. Почему вы молчите? Но командовать вы должны не с ожесточенностью такой, да, а командовать тогда, когда надо поставить все на свое место. Для себя и для других тоже в радость. Командование во благо всем, вот это вот ваш конек. Командовать, издеваясь над кем-то, вы не можете. Поэтому здесь как будто Вселенная реально взялась за вас, что вы тот человек, который умеет строить, ставить во благо. Иногда надо помолчать, но иногда надо и сказать. И то, что вы говорите, многим помогает. Вселенная с вами. По работе, да, по работе, возможно, так Вселенная еще хочет сказать, что вам нужно перейти на какую-то другую работу, где вы будете действительно управлять своим состоянием, своей жизнью, да, ну и как начальником где-то будете, хозяином какого-то дела, какой-то фирмы, может быть, даже, да, или хозяином какого-то частного предпринимательства, не знаю, продажи, торговля, которая будет во благо. И людям добро, и себе хорошо. Вот это ваше.
И сейчас как раз-таки Вселенная борется с темными силами и говорит, ты под защитой. Так что давай дерзай, у тебя многое получится. Мало того, еще и маг выходил. А маг, опять же говорю, повелитель 4 стихий, который будет открывать вам дороги и который будет давать вам полную чашу благополучия. Поэтому не надо переживать из-за темных моментов в вашей жизни, потому что они не могут быть вечными, просто не могут быть вечными. В постоянной битве с обстоятельствами, да, иногда приходится быть, но все равно вы выходите на белую полосу. Вы в белой полосе. Что еще карты скажут? В ваших руках очень многое. От вас многое реально зависит. 13-й аркан, трансформация. Плохое уходит, просто исчезает. Ждите что-то, то ли новость какая-то вас обрадует, вот в ближайшие дни уже. То ли человек какой-то вот просто на пороге появится. Кстати, человек. Рыцарь Пентаклей. Подождите. О, мужчину ждите, который готов целовать песок, по которому вы ходили. Прям так и хочется сказать. Туз жезлов с рыцарем. Это страсть, огонь и... Слушайте, вы очень нравитесь какому-то мужчине из прошлого, из нового чего-то, но этот мужчина скоро постучится. Будете с ним видеться, общаться. Есть такой мужчина. Он на горизонте. Он чего-то еще готовит, потому что рыцарь Пентаклей вышел. Что-то еще готовит, что-то еще делает, доделывает в своей жизни, да, что-то ему надо подписать, что-то, не знаю, там разорвать, либо наоборот что-то притянуть к себе. И ну, он на пути в вашу судьбу. Если из прошлого, то что? Паж жезлов, ну, прости меня, скажет, больше так. Вот он жезл, да, как маленький такой паж, начнет с прости меня. Если новый человек в вашу жизнь, о, 4 жезлов, радость в ваш дом входит. Радость, 4 жезла – это защита. Слушайте, туз жезлов, паж жезлов, 4 жезлов. Ну, ждите перемен в личной жизни. Мужчина интересно идет в вашу жизнь. Если это начальник какой-то там, или тоже какой-то там бизнесмен, допустим. Ну, здесь по поводу денег будете решать. По поводу денег, ну и то в ваших начинаниях даже больше, чем у него в голове, у этого человека. Так что денежки к вам придут. Какой-то мужчина может вам помогать по поводу денег или все-таки 7? Ну да, можно и так сказать. Еще раз говорю, в ваших руках многое, но если вам нужна какая-то будет помощь, да, к вам придет мужчина на помощь. 7 Пентаклей. Он что-то подскажет, а вы уже будете делать и получать свои плоды в свои руки по 7. Так, что еще карты расскажут, что впереди ждет вас? Что впереди вас ждет? Дорога, интересная дорога, дальняя, далекая. Королева жезлов, вы в дороге, ну, для своей удачи. Удачная дорога. Да, для кого-то дальняя дорога, но удачная. Это вообще превосходно, это как вам на руку. Эта дорога будет вам на руку. Так что если у вас запланировано, или вы будете планировать какую-то дорогу, пожалуйста, все-таки дорога покажет какие-то новые интересные пути, интересные какие-то предложения будут у вас, интересные какие-то впечатления, которые перерастут в интересную идею по звездам, в интересную идею, и вы получите то, что, да, хотите. Исполнение желаний. На пороге у вас 2 Пентаклей. Почему ты вышла? Король кубков выходит. 2 Пентаклей – это сомнение из-за короля. То, что ваше, оно будет с вами.
Не надо сомневаться. Четверка пентаклей мое. Вот мужчина ваш. Он будет с вами. Двойка пентаклей есть сомнения. Сомнение развеет новая ситуация, новый человек. Либо изменившийся человек, который изменится. Когда ждать? Ну, я уже говорила там о мир. Когда ждать мир, гармонию, благополучие, радость такую, да? Скоро. Действительно скоро. Уже многое что меняется. Уже многое что меняется. Посмотрите, паш мечей, паш кубков опять так же выходит. И опять восьмерка, да? Вы как будто сбрасываете с себя какие-то оковы. Какие-то сложности, сила. Реально сбрасываете. Потому что следующее выходит сила. Вы становитесь сильнее, и вы становитесь радостней. Да. Ну так. Что в течение месяца ждать? Башня. Да все что угодно. А в течение 3 месяцев? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Слушайте, тихо едешь, дальше будешь, получается, да? Слушайте, многое. Многое. Даже то, что не ожидаете. Даже то, что думали, что ой, это мелочи, а эти мелочи вас подогреют. Эти мелочи вам помогут. В ближайшие 3 месяца реально ждите многого, а в ближайший месяц вообще какую-то интересную информацию, интересный сюжет, события человека, ну башня. Рушится старое, приходит новое, либо наконец-то прекращается что-то шатающееся, да, наконец прекращает шататься что-то под ногами, образно говорю, и начинает расти стабилизация, исправление. Ремонт какой-то, да, такой вот в жизни происходит, опять же образно. Хотя могу тут и не образно сказать. Будет вложение денег в ремонт, покупка нового дома, покупка, может быть, дачи, либо вещи какие-то новенькие в дом принесете, поставите, как освежите все, да, вот. Ну, вложения, которые принесут нормализацию. Ну, что еще напоследок давайте посмотрим. И, в принципе, на сегодня хватит. Что еще карты скажут в следующем раскладе? Посмотрим. И опять я приготовила эту колоду. Давайте тоже в конце посмотрим 3 карты ангелов. Что здесь? Луна. Как она выскочила, так она и заключает расклад. Значит, расклад 100% был ваш, и что-то отсюда пришло, вот и пошло, и на исправление идет. Реально, знаете, когда хочется отбросить какую-то гадость и взять к себе исполнение, то, что я хочу. Так что говорите волшебные слова, да, говорите. Я говорю, напишите себе красивые слова или просто говорю, плохое отбрасываю, хорошее притягиваю, либо плохое возвращаю, да, кто тут лазит, накинул на меня, а хорошее не отдаю, и самое лучшее, да, мое. Ну вот такое, аминь, да будет так, все мое при мне. Луна недаром вышла, и тайная сторона открылась в этом раскладе чуть-чуть, а может даже и много. Вот. Попажу пентакли по чуть-чуть, но вы уже идете к такому, что будет вас очень сильно радовать. Скоро-скоро. Жрец на дне колоды — это высшие силы, это проводник. Это значит, что ангелы рядом с вами, и да, будут какие-то подсказки и перемены, изменения. Шестерка кубков, шестерочка кубков, ну это больше как начни смотреть на себя немножко по-другому. Немножко по-другому. Цени себя больше. Еще больше, чем ты ценишь себя. Еще больше. Потому что в твоих возможностях, в твоих руках многое. И ты нужный человек в этом мире. И тебе будет. Да. И тебе будет благословение и отдача. Шестерка пентаклей. Когда ты много отдаешь, но ты и получаешь. Потому что, ну а как по-другому? Нужно жить, нужно быть здоровой, нужно радоваться. Так,
Ну и давайте посмотрим ангелов. Что еще скажут? 3 карты достану, да? Может, еще в следующем раскладе тоже оставлю их здесь. Посмотрим, что ангелы подскажут напоследок. И... О, весна. В прошлом раскладе было лето, сейчас весна. Ваши желания исполнятся, когда цветы начнут распускаться. Слушайте, загадывайте желание сегодня, и как цветы начнут распускаться, вы увидите, выйдете на улицу, увидите, да, первые цветочечки. Все, ждите исполнения желаний. Загадывайте. Вселенная с вами. Ну, по сегодняшнему раскладу, если сразу же весна, ждите цветов. Смотрите, если вы смотрите расклад в другое время, когда нашли его, значит, это ваше время. Ждите, кто вам подарит цветок. Значит, в этот момент начинается исполнение вашего желания. Либо ваш цветок на подоконнике расцветет. Ну, вот что-то в этом роде. Это прекрасно. Это прекрасно. Процесс идет. Процесс на то, что расцветает, наконец-то оживает что-то в вашей жизни. Так, что еще? Новый дом. Ну, была ж башня, да? Так, не буду копаться. Была там башня. Вот новый дом, пожалуйста. Даже ангелы здесь говорят, что и переезд не бойтесь, все у вас будет хорошо. Переезд станет шагом в правильном направлении. Либо переход на другую работу, либо переход от одного вложения к другому, да, что-то вкладываться, во что-то будете вкладываться, где-то вложитесь, чтобы потом подзаработать. Опять же говорю, продажи, с покупателями общение. Вот, потом какие-то изделия, какое-то что-то выращенное, может быть, ну, что-то типа этого будет у вас присутствовать, что вы кому-то будете дарить, вам будут дарить, вы будете продавать и получать свое. Но здесь идет вот такое вот колесо событий, которые реально вот как поездка, как дорога, как что-то такое движущее идет в вашей жизни. Еще это может быть, вы будете у кого-то в гостях. Да, это новый дом, это гости. Вы в гостях, не у вас в гостях, а вы у кого-то в гостях. И, возможно, этот поход, эта поездка, да, кому-то в гости будет тоже шагом в правильном направлении. Вы многое что, может быть, поймете и важное узнаете. Ну и 3-я карта на сегодняшний день. О, такая карта беременности, да, но здесь не, ну, кстати, да, если вы беременны, опять же, расклад общий, если вы ждете, чтобы это было, ну вот во благо, да, во благо, пусть будут все живы, здоровы, чтобы только счастье шло. Вот, если это уже не про вас, то это может быть получение чего-то стоящего, знаете, когда наконец-то рождается в жизни что-то нужное, любовь новая, допустим, да, дом новый, опять же ремонт, но оно же новое, оно обновленное, оно что-то родилось такое вот, да, и радует. И вот как новый день, новое солнышко, не знаю, что-то такое, что такое хорошее идет в вашу жизнь. Рождение ребенка станет великим благословением для вас и всего мира. А тут рождение новой мысли, рождение нового дела, рождение нового дома, рождение нового себя. Вот что-то станет для вас благословением и всего мира. Знаете, ну всего мира, потому что можно и путешествовать, и везде видеть, и чтобы тебя видели, да. Можно просто кому-то помочь, подсказать, чтобы тебе тоже пришла эта помощь в свое время. И этот человек, просто самый близкий, поедет миром путешествовать, но всегда будет помнить ваши слова. Это тоже связь, это тоже сила, это тоже замок, который держит вас на плаву в этой жизни и радует жизнью и здоровьем. Потому что вы такой человек, потому что вы это заслужили, потому что это для вас во благо. И ангелы это хотят вам сказать. Все, на сегодня точно все. Так что увидимся, еще услышимся, да? Вот, берите с этого расклада только самое важное для себя, что вам действительно откликнулось, что вам действительно нужно.
А в следующем будем смотреть еще, что скажет. Ну, как всегда говорю, потому что что-нибудь-то нужненькое именно в тот день, когда вы смотрите и говорят карты. Хотя бы чуть-чуть, но оно ваше. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик. Вот, колокольчик, когда жмете, сразу видео к вам на канал приходит, когда я выставляю, чтобы не упускать возможности, не пропускать нужное что-то, да, в нем. И здоровья крепкого, любви хорошей, денежек целую гору, да, чтобы все было, чтобы во благо. И увидимся, услышимся на связи. Все, на связи, на связи.